Здравствуйте, меня зовут Светлана Пикта. Я гражданка Украины, я киевлянка, мама 3 детей, в данный момент я вынашиваю 4-го ребенка. Я являюсь одной из десятков миллионов русскоязычных граждан Украины, одна из такого же количества украинцев, как русскоязычных, так и украиноязычных, которые не поддержали вооруженный антиконституционный переворот на Майдане. Я одна из тех миллионов, кто имеет тесные родственные связи, исторические, культурные, с Россией, и кто никогда не попадет под навязываемую извне пропаганду русофобии и никогда не согласится с переписыванием нашей общей с Россией истории. Я также являюсь пацифисткой по своим убеждениям и уверена, что развязанная на востоке Украины война не может быть оправдана стремлением некоторых граждан к насильственной евроинтеграции. Мое сегодняшнее обращение ко всем международным правозащитным организациям, а также представителям СМИ и ко всем неравнодушным гражданам. Я с огромным беспокойством наблюдаю растущую радикализацию нашего общества. Праворадикальные организации, часто не скрывающие своих симпатий к главным идеологам нацизма, уже берут на себя функции силовых ведомств, а часто даже являются их работниками. Без суда и следствия преследуют, унижают, а иногда даже выносят смертельные приговоры гражданам Украины. Так именно радикальными группировками были устроены ряд устрашающих акций, как против организаций предприятий, так и против частных лиц. Достаточно вспомнить печальные события 2 мая в Одессе, погромы филиалов Сбербанка, нападения на культурный центр Российской Федерации, избиение социалиста Жарких, журналиста Руслана Кацабы, убийство Олеся Бузины и многие другие недопустимые преступные действия. Самое печальное, что официальные силовые ведомства часто занимают позицию невмешательства в подобные акции, а судовое производство всячески затягивает расследование этих преступлений, совершенных праворадикальными группировками. Чтобы не быть голословной, я приведу в пример преследование и травлю меня и моей семьи, с которыми я столкнулась на личном опыте. Так, в феврале 2017 года волонтер АТО, тесно связанный с праворадикальными организациями, Татьяна Попова, начала в вайберовской группе класса, где учится мой ребенок, склонять родителей и детей собирать материальную помощь для промайдановских добровольческих батальонов. Возмутившись этим фактом попытки втянуть наших детей в гражданский конфликт, я выложила в этой же вайберовской группе фотографию памятника погибшим детям Донбасса, которых, как известно, уже несколько сотен. Просто фотофакт с именами и датами их короткой жизни. В результате вышеуказанная особа связалась с праворадикальными СМИ, написала заявление в СБУ, а также попыталась устроить мне и моим детям травлю в школе. Поскольку ни школа, ни СБУ не удовлетворили ее жажду уничтожить нас, школа заявила о том, что это не входит в ее компетенцию, а советник главы СБУ Юрий Тандит через средства массовой информации заявил, что в моих словах и поступках нет состава преступления, Татьяна Попова стала активно связываться с праворадикальными лидерами и обращать их внимание на мои политические взгляды, которые, в общем-то, не должны никого касаться. Мои взгляды, которые, естественно, далеки от русофобии, на мое неприятие переименования улиц в Киеве на имена в честь нацистских лидеров. Ей это удалось, и в результате 1 августа 2017 года в 12:30, когда ушел мой уже супруг на работу, на территорию нашего дома проникли 3 мужчин. Они представились участниками группировки С-14.
Эта группировка печально известна тем, что она была замешана в убийстве Олеся Бузины и в ряде других преступлений. Один из этих мужчин предъявлял даже удостоверение полицейского, однако он не называл ни имени, ни звания. Никаких повесток, никаких уведомлений о том, что мне высказано какое-то подозрение, не было. То есть это был внезапный визит 3 мужчин ко мне, когда я была одна дома с ребенком, я кормила ребенка. После проникновения в дом они настоятельно требовали у председателя сказать ему код, который у нас на замке двери, ведущий на лестничную площадку моего дома, моего этажа. А также они попытались узнать этот код у других жильцов нашего дома. В частности, они начали звонить моему супругу, потому что телефон его был указан на этом замке. Представлялись они при этом также сотрудниками национальной полиции. Столкнувшись с тем, что они не могут проникнуть в мою квартиру, поскольку никто им не сказал этот код, они ушли, но предварительно они расклеили листовки на двери, на подъезд, вложили эти листовки каждому в почтовый ящик дома. На них было указано фото, мои паспортные данные частично, домашний адрес. И на этих листовках я обвинялась в совершении тяжких преступлений, в сепаратизме. Это все зафиксировано камерами наружного наблюдения и свидетельствами соседей, которые видели, срывали и приносили мне эти листовки, консьержкой, председателем дома и другими жильцами. Позже указанное праворадикальное формирование разместила у себя в пабликах и в социальных сетях, которые по посещаемости могут быть приравнены к средствам массовой информации, мои личные данные. Тоже мой домашний адрес, фамилию, имя, отчество, фотографию и призывы к расправе физической надо мной и членами моей семьи. Естественно, сторонники и участники праворадикальных организаций восприняли это как призыв к действию. Об этом тоже имеется множество свидетельств и зафиксировано, скопировано множество ссылок, сделано множество скринов. Слава Богу, что Институт социальной защиты и права и, в частности, директор его Елена Петровна Бережная помогли мне юридически, и мы вместе направили заявление о криминальном правонарушении в прокуратуру Киева. Также мы направили жалобу на действия работников национальной полиции лично министру внутренних дел Авакову и уведомили международные организации, такие как мониторинговые миссии по правам человека ООН и ОБСЕ. Я выражаю огромную благодарность Институту социальной защиты и права и Елене Петровне Бережной лично. Также я хотела бы обратиться к тем парням, которые приходили ко мне и пытались вломиться в мою квартиру, которые призывали к расправе надо мной и вывесили мой домашний адрес и развесили эти листовки. Представьте, что это случилось бы с вашей женой беременной, или матерью, или сестрой, или дочерью, не дай бог. Вы можете себе такое представить? И против кого вы воюете? Против таких же граждан Украины, как вы сами. Мало того, против незащищенных граждан Украины, против матерей, беременных женщин. И вот вы пришли в рабочий день. Скажите, пожалуйста, мой муж на работе, он научный сотрудник, он занимается проблемами радиационной безопасности Украины. Я гражданка Украины, вынашивающая 4-го ребенка для этой Украины, которая расползается по швам сейчас, у которой такой демографический кризис из-за смертности первой в Европе и иммиграционных потоков, небывалой для европейской страны.
сколько уезжает в Россию, сколько в Европу на заработки и не возвращается. И вы идете против нас, против своих же граждан. Кто вас научил этому? Ребята, включайте мозги. Это не годится. Так нельзя делать. Если вы патриоты, думайте о будущем страны. Не верьте пропаганде. Думайте о том, кто будет поднимать эту страну и что с ней делать. Дорогие друзья, я прошу распространить это видео как можно шире. Это вопрос моей безопасности. Безопасности меня и моей семьи.